Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать парик для куклы со съемными деталями. Для начала сделаем шапочку основу. Защищаем голову куклы пленкой или пакетом. Затем намазываем что-нибудь клейкое. В этот раз у меня ПВА Столяр, а в прошлый раз я делала основу из силиконового герметика. На клей накладываем сухую тканевую салфетку для рук. Свою я разрежу пополам. Лишние складочки можно срезать. Хорошенько приглаживаю салфетку, пропитывая ее клеем. Можно давать каждому слою полностью просохнуть, а можно наклеить их друг за другом, а потом сушить все и сразу. А также я лучше обмотаю пленкой тело куколки, чтобы не заляпать его грязными руками. Вторым слоем у меня будет вот такой латексный клей. Он остался у меня со времен лепки цветов из холодного фарфора. Этот клей будет в качестве упрочнителя основы, так как шапочка, проклеенная только лишь ПВА, может потрескаться. Вместо латексного можно взять и момент кристалл, и герметик, и даже мой любимый универсальный клей. И теперь на этот слой я добавлю крепление для аксессуаров. У меня это будут вот такие магнитики с AliExpress диаметром 6 мм. Несмотря на их размер, они довольно сильные. К сожалению, ссылка, по которой я их покупала, уже не активна, но вы легко сможете найти их по поиску. Также там есть и другие диаметры. Намазываю шапочку клеем и даю ему немного подсохнуть. И пока он еще липкий, укладываю магнитики. И накрываю все это третьей салфеткой. Намазываю последний слой клея, избегая магниты, и даю этому всему полностью просохнуть. Снимаю шапочку и обрезаю по желаемой форме. Я возьму заводскую линию роста волос. Теперь берем наши трессы. У меня это вот такие из акриловой пряжи. А цвета такие, потому что только такая пряжа у меня и осталась. Как я делала их, смотрите в моем предыдущем видео. Но в этот раз я сделала для себя настоящее открытие. Это ответ на самый часто задаваемый вопрос о вычесывании. Можно ли все-таки заменить пуходерку? Я попробовала почесать пряжу вот такой плотной и жесткой зубной щеткой. И смотрите, это работает!
Даже несмотря на то, что моя пряжа плотной скрутки, щетка все равно ее распушает. Конечно, это будет гораздо дольше, чем пуходеркой, но тем не менее это возможно. Я советую заранее хорошенько выпрямить и выгладить пряди, а то в готовом паричке это будет сделать сложнее. Так как мой парик будет с хвостиками, клеить его я буду сразу для этой формы. Для начала приклеиваю пряди на внутренний край шапочки. Приклеивать все трессы в этот раз я буду на клей ПВА Столяр. И вот так у меня получилось. Теперь при зачесывании волос наверх не будет видно грубого края шапочки, и волосы будут лежать более естественно. Область челки я пока не проклеила, так как она будет зачесываться только вниз. Теперь я таким же образом проклею внешний край, дублируя цвета прядей. Подробный процесс проклейки я уже показывала в предыдущем видео про паричок. И теперь приклеиваю челку. А после того, как клей на ней высохнет, подстригаю ее на примерную длину. После этого я займусь пробором, так как при разделении на хвостики он будет четко выделен. Начну с правой части головы. Клею пряди справа от линии пробора, оставляя сами волосы на левой стороне. Проклеиваю так до линии челки. Лучше дать этим прядям полностью высохнуть, чтобы случайно не сместить пробор. Затем для густоты можно наклеить еще 1-2 таких ряда, немного отступив вправо. Перекидываю волосы и приглаживаю. И теперь проделываю то же самое с другой стороны. Подклеивать пряди нужно вплотную к предыдущим, чтобы после получился аккуратный пробор без проплешин. После этого можно наклеивать основную часть волос. Я буду проклеивать отдельно каждое полушарие, двигаясь кругами снизу вверх, так, чтобы магниты оказались в центре. И делаю все то же самое для другой стороны. И в конце я приклеиваю челку. Делаю это по схеме пробора и в несколько рядов для густоты. Если сделать верхние ряды более плотными, магнитиков не будет видно, и парик можно надевать и с распущенными волосами. И теперь я буду делать сами съемные хвостики. Для начала возьму новый магнитик и отрежу круг от салфетки. Промазываю салфетку клеем вокруг магнитика и заворачиваю его словно конфету.
Оставляю до высыхания и срезаю лишнее. И теперь буду обклеивать этот штырек прядями. Конечно же, таким образом можно сделать не только хвостики, но и, например, рожки или даже усики. Здесь все ограничивается только вашей фантазией. Клеевую зону можно закрыть, например, лентами, завязав бант. Или спрятать их в прическу, придавая ей разнообразие и пышность. И вот такой паричок у меня получился. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, рассмотрите возможность поддержать меня на Patreon. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!